Всем привет, это канал Орел без решки. В этом ролике мы с вами посмотрим отель Селена Бич. Посмотрим, как здесь отдыхают не в сезон, как здесь отмечают Новый год 2023. И вообще, как здесь все устроено, что здесь есть. Подписывайся на канал, ставь лайк, а мы начинаем. Начнем с территории отеля. Территория небольшая, буквально шаг влево, шаг вправо, уже забор. На территории имеется бассейн с такими вот кроватями. В сезон здесь можно лежать, пить коктейльчики, пиво, но сейчас вода холодная. Здесь вода не греется, вода холодная, как в море. Там мы видим беседки, где наверняка в сезон лежаки стоят. А сейчас здесь стоят печки, где вечером греются, потому что когда солнце заходит, очень холодно, и тут можно погреться. Главный корпус отеля, он и единственный. Пройти сюда к бассейну можно через этот мостик. И дальше туда уже проход к морю ведет. С правой стороны бар, который еще и снэк-бар. Здесь можно кушать, если вы отдыхаете по all-inclusive. Слева афиши, тут проходит анимация. Тут по этим афишам видно, что программа одинаковая каждую неделю. В понедельник всегда живая музыка. Каждый вторник дискотеки 80-х. В общем, на всю неделю здесь программа расписана. Если оставаться на 2 недели, будет анимация повторяться. Далее через такой проход мы попадаем на пляж. Тут за забором территория другого отеля, который не работает. Вне сезона мало какие отели работают. Кроме Селены, я не знаю, все отели как будто бы пустые. Так вот много ходить не надо. 2 шага, ты уже на пляжу. Тут на пляжу стоит купол из пластмассы. Там можно кушать, столы всегда сервированы. В дневное время он нагревается, как парник. Ну, я там ни разу не видел, чтобы там кто-то кушал. Сам пляж. Все лежаки заняты. Хотя их и не так много, поэтому надо с утра приходить все занимать. Люди даже купаются. Сегодня 3 января. Вода ледяная, но все равно люди купаются. Душ есть. Здесь заход каменистый. С правой стороны большие камни, можно пораниться. Ориентиром для безопасного входа в воду могут являться беседки с другого отеля. Как раз между ними безопасно. Вон сейчас люди заходят, там спокойный заход, песочек без камней. Турецкая зима – это российская осень. Такие же желтенькие деревья. Полноценной зимы, как в России, здесь не бывает. Но все равно комфортно находиться на пляжу. Даже если вы не купаетесь, хотя бы просто погреться на солнце уже приятно. Приятным бонусом являются эти халаты, которые дают в номере. В них вы точно не замерзнете. Даже если искупаетесь, сполоснетесь, вытрясете полотенцем, наденете халатик и быстро на солнце согреетесь. Отсюда с моря, если посмотреть на здание отеля, можно увидеть такой вот купол надувной. Это крытый бассейн. Там температура 25 градусов, там спа, но об этом попозже. Сам отель заселяет только от 16 лет, поэтому детей здесь нету. Если вы по какой-то причине не любите детей или хотите от них отдохнуть, то этот отель вам вполне подойдет. Вход в спа-центр платный. В спа-центре есть большой хамам, где можно помыться самому. Можно заказать массаж. Массаж делают тайки. Можно полежать на больших камнях, просто погреться. Вход в хамам и в сауну платный, стоит 200 лир. Услуги массажа также платные. Также здесь есть бассейн, проход к нему через душевую на 2-й этаж. Бассейн крытый, несмотря на то, что он с подогревом, людей здесь нету. Все предпочитают греться на солнышке. Ресепшн отеля украшен к Новому году. Елка, новогодние игрушки, декорации, гирлянды. Отель имеет интересный дизайн. Такие вот коридоры, проходы. Сейчас посмотрим номер. Только что у нас убрались, поэтому не стыдно будет номер показать. Так, начнем с туалета и ванной. Такое вот помещение маленькое. Ну, все есть компактно. Есть тазик, куда полотенце надо бросать использованные. Если ты их в тазик не бросил, полотенце, тогда их менять не будут. Такая интересная полочка выдвижная, куда можно вещи складывать. В общем, сделано все хорошо. Были проблемы у нас, в частности,
Вот этот душ протекал, слив плохо работал, много воды было, но после обращения на ресепшн все оперативненько устранили. Что в этом плане хорошо здесь работает. Что касается пузырьков, вот гель для душа здесь, а шампунчики в таких дают. Жидкое мыло в такой же емкости. Фен, мочалки, кондиционеры, ватные палочки, мочалки. Это у нас что? Смотрите, даже презерватив здесь есть. Большой гардероб. Тут у нас есть сейф. Есть ложка, что немаловажно. Казалось бы, вот этой вот штуки во многих отелях нету. Необходимо, а тут есть. Ну и много места, чтобы разместиться. Раковина здесь есть. Видимо, тут предполагалось, что типа что-то кухня будет. Даже вытяжка есть. Есть вытяжка, раковина, чай, кофе, чайник. Воду дают. Такие 2 бутылочки. Но этого мало. Купили мы такую вот баклажку. Это увидела уборщица, что нам мало воды. Нам бонусную бутылку дала. Тоже очень круто. И вот с газиками воду дают. Вот сам номер. Сделали такие лебедей. 2 односпальные кровати сдвинутые. Кондиционер. Работает на тепло, так что зимой здесь не замерзнешь. Большое зеркало. Место для багажа. Стол рабочий. Wi-Fi здесь бесплатный, Wi-Fi работает. Телевизор есть, на котором можно найти канал на любом языке. Есть иракское телевидение, украинское, российское, испанское, в общем, какое угодно. Диванчик, полотенце. Тут тоже дают карточку на полотенце. Полотенце сейчас не сезон, поэтому полотенце получают на 6-м этаже в спа. Это у нас балкон. Такой не маленький, небольшой. Можно вдвоем посидеть, покурить, даже спички здесь дают. Такой прошаренный отель. Такой здесь вид на горы, на соседние отели, которые не работают зимой. С другой стороны, номера подороже, там уже вид на море. Ужин, как и все приемы пищи, проходит в главном ресторане. Тут дают овощи, салаты, холодные закуски. 2 вида супа представлены на каждый прием пищи. На завтрак, обед и ужин. На завтрак вместо одного супа дают кашу. Много хлеба к нему. Слева макароны, разные виды, со сливками, с томатным соусом, как болоньезе. Всегда представлен гриль, индейка, курица, рыба, овощи, картошка фри, соусы, печеные пироги, в том числе мясные. И главные блюда — это тушеное мясо, гарниры, сате, тушеные овощи и рыба на пару, фаршированные перцы, картошка. Всегда есть чай, кофе и множество десертов, бисквитов, а также свежие фрукты. Если вам этого мало, можно попить чай, кофе в бесплатной кондитерской, которая называется на французский лад патиссери. Работает она с 10 утра до 10 вечера. Туда также можно поесть мороженое. За территорией отеля тоже есть жизнь. Есть магазины одежды, ювелирные, аптеки, есть рестораны. Сейчас не сезон, не все работает, но все равно некоторые из них не теряют надежды найти своего покупателя. Также недалеко отсюда, вдоль дороги, есть сетевые магазины, такие как Бим и Мигрос. Селена Бич — это неплохой отель с хорошей едой, с учтивым персоналом, который исправлял все недостатки отеля.
Единственным минусом я бы отметил это платную сауну и весьма скудное времяпровождение. Здесь скучная анимация, в основном здесь отдыхают немецкие пенсионеры. Но надо отметить, что это все было не в сезон. И вообще мало отелей работает не в сезон. В округе здесь это единственный отель, который работает не в сезон. Все остальные закрыты. Канал Орел без решки — это не только обзоры отелей, а также прогулки по городам и обзоры ресторанов. Подписывайся на канал, если тебе понравилось это видео.